Это конец эры BTS, какой мы ее знаем? Или начало новой, беспрецедентной силы? Ким Тэ-хён потряс основы мировой индустрии развлечений шокирующим заявлением о своей новой должности в 2026 году, и реакция Чингука сейчас находится в центре внимания всего мира. Ознакомьтесь с подробным анализом этого неожиданного сдвига в расстановке сил. Не забудьте оставить свои комментарии ниже, поставить лайк, если вас это удивило, и подписаться, чтобы получать эксклюзивные обновления о каждом последнем шаге участников BTS только здесь. Вы когда-нибудь представляли себе сценарий, в котором самый влиятельный поп-идол на планете внезапно отходит от софитов сцены, чтобы занять место во власти, которое считалось недоступным для действующего артиста? Что произойдет, если фигура, которую мы знаем по ее успокаивающему баритону и пронзительному взгляду в объектив камеры, вдруг возьмет в руки ручку, способную изменить курс политики гигантской индустрии на правительственном уровне? Сегодня утром, в самом конце января 2026 года, когда зимний туман еще окутывал Сеул, а температура воздуха пронизывала до костей, из величественного небоскреба HYBE прозвучало официальное объявление, вызвавшее шок, который не только обрушил серверы социальных сетей, но и в считанные минуты вызвал сильную турбулентность на фондовой бирже. Эта новость появилась без предупреждения, без слухов на фан-форумах и без утечек от инсайдеров, обычно так жаждущих информации. Ким Тэ-хён, более известный миру как V из BTS, официально назначен глобальным стратегическим креативным директором Национального совета по культуре Южной Кореи, беспрецедентная должность, созданная специально для того, чтобы связать влияние поп-культуры с международной дипломатией высокого уровня. Это не просто почетный титул, как, например, должность специального посланника несколько лет назад. Это руководящая должность с полными полномочиями по управлению бюджетом на продвижение культуры страны и политикой экспорта креативного контента на следующие 5 лет. Как мог человек, только что завершивший обязательную военную службу в 2025 году и готовившийся к масштабному возвращению группы в марте 2026 года, вдруг взять на себя такую тяжелую административную и политическую ответственность? В то утро центральное здание HYBE в Йонсоне выглядело как поле боя для журналистов, съехавшихся со всего мира. Автомобили для съемок выстроились в аккуратный ряд. Спутниковые антенны были направлены в серое небо, а тысячи глаз уставились на стеклянные двери, тщательно охраняемые сотрудниками службы безопасности. Среди толпы начали раздаваться риторические вопросы. Означает ли это, что Тэ-хён уйдет из группы? Продолжит ли BTS существовать с одним участником, который теперь является высокопоставленным государственным чиновником? И самое главное, как изменится внутренняя динамика между 7 братьями, которые переживают этот шторм уже более 10 лет, после того, как один из них получит формальную власть вне музыки? Напряжение ощущалось настолько реально, что его можно было почти почувствовать на холоде, словно весь мир затаил дыхание, ожидая разумного объяснения этого решения, которое считалось одновременно слишком рискованным и гениальным. Шок усилился, когда подробности нового контракта Тэ-хёна стали достоянием общественности благодаря официальному заявлению, зачитанному представителем министерства в сопровождении представителя менеджмента. Тэ-хён не только станет лицом корейской культуры, но и получит право вето на то, какие художественные проекты заслуживают государственной поддержки. Это жестокий сдвиг парадигмы в индустрии развлечений. До сих пор айдолы часто считались пешками в большой игре агентств и правительств. Но Тэ-хён перевернул шахматную доску с ног на голову. Он больше не просто пешка. Теперь он игрок. Скрытые подсказки начали появляться несколько месяцев назад, когда Тэ-хёна часто видели на частных встречах с коллекционерами произведений искусства мирового класса и представителями ЮНЕСКО, но ARMY и весь мир думали, что это всего лишь часть его глубокого увлечения искусством. Как оказалось, это был очень аккуратно спланированный шахматный ход, ведущий к объявлению, которое навсегда изменит историю к-поп. Однако за всей этой политической и корпоративной суматохой скрывается один эмоциональный элемент, которого публика ждет гораздо больше. Как себя чувствуют другие участники, особенно Чингук? Все мы знаем, что отношения между самым младшим участником и Тэ-хёном – одни из самых знаковых в истории индустрии развлечений. Они росли вместе, поддерживали друг друга в слезах и смехе, всегда были на шаг впереди. Когда новость о новой должности Тэ-хёна стала достоянием общественности, Чингук как раз проводил свою личную тренировку в студии. Весь мир с нетерпением ждал.
Окажет ли он полную поддержку, или же возникнет неловкость из-за разницы в официальном статусе, которая теперь существует между ними? Вскоре после объявления Чингук наконец дал свой ответ. Короткое, но полное скрытого смысла заявление, которое заставило фанатов плакать и... Ответ Чингука не последовал в виде официальной пресс-конференции, а был опубликован в 12 часов дня на платформе для общения с фанатами. Чингук выложил размытое фото, на котором Тэхён стоит спиной к большому окну с видом на сеульский горизонт. Без длинных витиеватых слов он написал всего одну фразу, которая мгновенно стала самой вирусной цитатой 2026 года. «Эта спина всегда выглядит широкой, но сегодня кажется, что она несет весь мир. Я всегда буду на 2 шага позади него, чтобы убедиться, что он не упадет один». Эта фраза — не просто поздравление. В ней чувствуется глубокий защитный тон. Признание того, что бремя, которое теперь несет Тэхён, касается не только танца и движений, но и будущего нации. Публика начала анализировать каждое слово в предложении Чингука. Что значит «на 2 шага позади»? Был ли это намек на то, что Чингук возьмет на себя более значительную роль в поддержке творческой инфраструктуры Тэхёна? Или это было печальное признание того, что расстояние между ними теперь не только из-за возраста, но и из-за ответственности? С другой стороны, аура вокруг самого Тэхёна резко изменилась после его возвращения из армии. Он больше не тот молодой человек, который часто шутит и корчит смешные рожицы перед камерой. Версия Тэхёна образца 2026 года более спокойная, авторитетная фигура с глазами, которые, кажется, увидели будущее, которое никто другой не видит. Эта трансформация создала напряженную атмосферу в кругах индустрии, поскольку многие опасались, что высокохудожественное и идеалистическое видение Тэхёна вступит в конфликт с суровыми реалиями бизнеса. В районе HYBE, по слухам, царит очень оживленная, но в то же время тихая атмосфера. Сотрудникам запрещено делать какие-либо заявления для СМИ. Однако анонимный источник упомянул, что накануне объявления 7 участников BTS собрались в своей квартире на последний ужин перед тем, как Тэхён официально приступит к своим новым обязанностям в правительстве. До поздней ночи смеха не было слышно. Как обычно, за закрытыми дверями велись долгие, очень серьезные дискуссии. Начали появляться предположения, что новая должность Тэхёна на самом деле стала результатом длительных переговоров по защите интересов BTS в будущем, особенно в отношении их творческой свободы, которая часто страдает от бюрократии. Если это так, то жертва Тэхёна, ввязавшегося в грязную политику ради защиты своих братьев, это беспрецедентный в мире знаменитостей акт героизма. Напряжение достигло пика, когда, по сообщениям, график возвращения группы на март 2026 года пришлось полностью пересмотреть. В качестве креативного стратегического директора график Тэхёна теперь совпадает с его запланированным мировым турне. Возник вопрос, который заставил сердце фанатов сжиматься от боли. Означает ли эта должность начало-конца деятельности группы BTS? Как человек, который должен был присутствовать на заседании Совета министров каждое утро понедельника, сможет давать концерты 3 дня подряд в Лос-Анджелесе или Лондоне? Эта неопределенность вызвала панику на фондовом рынке, стоимость акций HYBE резко колебалась, поскольку инвесторы сомневались в устойчивости мирового турне, которое является основным источником дохода компании. Однако посреди хаоса Тэхён хранит молчание. Он не появлялся на публике с момента объявления, словно намеренно позволяя миру утонуть в собственных домыслах, прежде чем нанести следующий сокрушительный удар. Любопытство читателей продолжает подогреваться появлением различных подсказок в социальных сетях. Некоторые аккаунты, известные в ближайшем окружении участников, начали выкладывать странные символы, изображения весов, кистей и золотых ключей. Многие считают, что это часть большой стратегии, которую ведет Тэхён. Он не просто занимает новую должность. Он переосмысливает то, как общество воспринимает артиста. Чингук в своей эмоциональной реакции, кажется, дает первый ключ к пониманию того, что произошло на самом деле. Он не называет Тэхёна директором или чиновником, а видит в нем фигуру с широкой спиной. Именно их нерушимая близость — единственная опора ARMY в этом запутанном вихре перемен. Еще один глубокий шок наступает, когда выясняется, что Чингук первым предложил Тэхёну принять предложение.
В эксклюзивном интервью, случайно попавшем в сеть на одном из новостных сайтов о технологиях, Чингук сказал, что кто-то из нас должен уметь сказать миру «нет», чтобы мы все могли оставаться самими собой. Эта фраза указывает на то, что позиция Тэхёна – это не просто личное стремление, а коллективная стратегия, согласованная всеми 7 участниками. Однако готов ли мир увидеть Тэхёна, который обычно держит микрофон, теперь с печатью власти? И действительно ли Чингук готов видеть своего любимого Хёна, погруженного в жесткий и стрессовый государственный протокол? В первый день после объявления эта новость приняла неожиданный оборот. Речь идет уже не о музыке. Речь идет о том, как власть может изменить человека. Тэхён теперь часто появляется в костюме, сшитом лучшим портным, с более аккуратной прической, но все еще создает впечатление бунтаря. Это аномалия в правительстве, и это аномалия в поп-индустрии. Внутренний конфликт, который, возможно, испытывал Чингук как самый младший участник, наиболее зависимый от присутствия Тэхёна, начал становиться достоянием общественности. Фанаты начинают понимать, что 2026 год – это не просто год возвращения BTS, а год, в котором они действительно повзрослели самым радикальным образом. Эта новость больше не просто информация, а растущая сага. Каждую минуту появляются новые детали. Каждый час – новая реакция мировых деятелей. И каждую секунду в сердцах фанатов растет беспокойство. Однако одно несомненно. В разгар этого огромного потрясения Чингук утвердил свою позицию. Он предпочитает оставаться теневым стражем, очевидцем великой трансформации Ким Тэхёна. Приведет ли их новая позиция к новым вершинам? Или создаст непоправимую брешь в группе? Эти вопросы висят в небе над Сеулом, ожидая возможных ответов, которые откроются лишь со временем и благодаря смелым решениям, которые Тэхён примет за своим руководящим столом. Все ожидали, что за мягким лицом Тэхёна скрывается стальная решимость изменить структуру индустрии изнутри. И никто бы не подумал, что в кажущемся простым ответе Чингука на самом деле скрывается невероятная клятва верности в условиях такого огромного политического давления. Это начало новой главы, полной интриг, эмоций и напряжения, которая будет продолжать выжимать слезы и энергию из каждого, кто будет следить за ней. Мир теперь сосредоточен на одном имени, одной новой позиции и одной реакции, которая изменила все в 2026 году. Путешествие только началось, и запах перемен уже витает в каждом уголке корейских улиц и за рубежом, сигнализируя о том, что старая эра BTS закончилась. И официально родилась новая эра власти под руководством Тэхёна. Первый день, когда Ким Тэхён вошел в свой новый кабинет в центральном правительственном комплексе Сеула, был наполнен не грохотом басовой музыки или истерическими криками миллионов фанатов, а жуткой тишиной и лязгом обуви по холодному мраморному полу. Если последние 12 лет он привык к запаху лака для волос, шуму сценической бригады и вспышкам стробоскопов, то теперь ему предстояло привыкнуть к запаху старых бумаг, горькому кофе, дымящемуся со столов чиновников и любопытным взглядам тех, кто десятилетиями провел в коридорах власти. Главный вопрос, который висит в воздухе: может ли артист, чья душа свободна, как ветер, превратиться в политика, связанного жестким протоколом? Или это на самом деле шахматный ход, гораздо более масштабный, чем просто продвижение культуры, секретная миссия, известная лишь горстке людей во внутренних кругах южнокорейского правительства? Студия Тэхёна больше не представляет собой танцевальный зал, отделанный зеркалами, а просторную комнату с массивными дверями из красного дерева, которые, кажется, отделяют его от знакомого ему внешнего мира. На его столе больше не было ни недописанных текстов песен, ни эскизов одежды для следующего концерта. Там лежала лишь толстая стопка документов в синих переплетах с совершенно секретной печатью. Публика никогда не знала, что должность глобального креативного стратегического директора давала Тэхёну доступ к засекреченным данным, включая долгосрочные планы страны по реагированию на геополитические сдвиги с помощью культурных инструментов. Почему правительство так смело отдает такой важный ключ 30-летнему молодому человеку? Что они видят в Тэхёне такого, чего не видят политические критики, которые сейчас требуют прозрачности в связи с этим назначением по национальному телевидению? Первый шок дня произошел, когда Тэхён отказался использовать помощь, предоставленную министерством. Вместо этого он попросил, чтобы все формы общения с внешним миром оставались под контролем небольшой команды, которую он сам выбрал.
Этот шаг немедленно вызвал напряженность среди высокопоставленных чиновников. Они воспринимают это как вызов системе, но для Тэхёна это вопрос честности. Он прекрасно понимал, что в этом здании, полном ушей, каждый шепот может стать оружием. С другой стороны, Чингуку, как сообщается, трудно привыкнуть к отсутствию Тэхёна в тренировочном центре HYBE. Хотя они все еще находятся в одном городе, бюрократическая стена, которая теперь окружает Тэхёна, кажется гораздо толще, чем расстояние в один континент, которое когда-то разделяло их во время мирового турне. В укромном уголке кафе недалеко от правительственного здания Чингука видели сидящим в одиночестве в черной шляпе, надвинутой на глаза. Свидетели говорили, что самый младший участник BTS выглядел взволнованным, постоянно проверяя свой мобильный телефон, как будто ожидая сообщения, которое так и не пришло. Напряжение между их прежней жизнью в качестве участников группы и новой ролью Тэхёна как фактического босса креативной индустрии начинает проявляться в эмоциональном напряжении. CKS. Нам когда-нибудь приходило в голову, что тем, кто обычно весело проводит время за кулисами, теперь приходится договариваться о встрече.